Друзья, всем привет! Приветствуем вас на канале Рыболов Копатель. Ну, сегодня мы вот таким вот составом двигаемся на раскопки, а едем мы снова на секретные хутора. И Антон откроет нам туда ворота сегодня. Так что мы двигаемся на секретные хутора. Что нас ждет сегодня, Антон? Ну, посмотрим, как повезет. Орден бы, конечно, еще один. Было бы неплохо, да? Генерал не забыл взять, надеюсь, нет? Ребят, время 7 утра. Посмотрите, как уже светло. Просто такая красота. Рассвет. Но на улице очень холодно. Ветер такой просто лютый. А мы уже подъезжаем. Белые попки косуль. Специально для Валеры профессора. Вот они поскакали, красавчики. Ай-яй-яй. Ты смотри, что делает. Ай-яй-яй. Косуль уже не видно, а задницы блестят до сих пор. Вот такая природа, друзья. Летят журавли. Озеро какое красивейшее. И где-то журавли вдали кричат. Такой ветерок немного присутствует, друзья. Так что если будет сегодня опять шуметь, вы уж не ругайтесь сильно. А мы постараемся находками все компенсировать. Заехали на территорию храма. Тут когда-то было большое немецкое поместье. Антон, а тебя ж в этом храме крестили? Да, когда 7 лет было. Ну я помню, да, ты еще маленький тогда был. Красота. Такая красота, друзья. Перед копом, как говорится, с Богом. Вода замерзла. Смотрите, здесь шлюз перекрывают, мостик старый. И вот здесь пруд. Красота. Ягнята. Ну, смотрите, лопату ж себе купил. Ну просто дефицит лопат сейчас. Посмотрите, это просто хапуга настоящий. Хотели экскаватор получить. Да. Посмотрите. Как он такое эзотерическое, да, сделал, смотрите. Орденоносные носки. Да. На удачу. Да. Вон они гуляют уже, ребят. Красавчики. Сегодня прохладно. Подписывайтесь на канал Рыболов Копатель. Ветер какой, ребят. Не удивлюсь, если звук накладывать придется потом. Ой. И конина вот такая. Бронза. Ну вот, ребят, 50 раз все обходили, и все равно монетки попадаются. Единичка. В какой радужной патине. 1912.
Блин, ветер шумит так, вообще жесть. Холодища сегодня. Орел красавец. Прям рядом с монетой. Смотрите, что. Опа. Уже тоже в патине в такой. Ручка завинчивалась. Вот еще сигналишка был. Пуговица с орлом была, ну такая усосанная, к сожалению. Медь, латунь, здесь не ахти. Что, под пуговицу глубоко было? Да нет, на штык. Вот он, эти маркетинговые дела. Кёнигсберг, что ли, не пойму, сейчас почищу. Ну да, почистил он Кёнигсберг. Бабок стоит, походу. В центре орел на щите, только ничего сохранился. Старенькие дела, ребят. Нашел генерала наконец-то. Говорит, показывать нечего. Фенинги и Первомай. Видите, как обнаглели? Ну, кусок серебра. Железо. Наглешь такой вообще. Усы уже гусарские у нас практически. Растим. Где там серебро наше? Вы думаете, серебро? Пищит как серебро. Это вообще не серебро. Вы видите, оно вон. Ну, видишь, Латунь. Белая. Не белая. Латунь. С чего вы вообще взяли, что это серебро? Держите. Думаете, что серебро? Ну что, друзья, чебрец пошел. Сегодня бутерброды. Сегодня не пирожки, а бутики. Антона находка. Такой топорик, смотрите, маленький какой, прикольный. Вообще офигенский. Меньше руки. Ну, вообще малыш, да? Смотри, какой зачетный. Да, зачетный. Вот отреставрируешь, будешь долбить им. Арбузы. Ну, Дубак. Дубак. вообще малыш, посмотри. Маленький. Прикольно, да? Да, вообще шик. Может, на нем что-нибудь еще. Думаешь? Посмотрите, что вылетело, друзья. Петушара, что ли? Я сначала думал дракон. Дракон, в принципе, он же петух. Иду вдоль дороги. И зацеп какой-то странный. Первый раз такой нахожу, наверное, что-нибудь по Первой мировой. Дедушка снис послал чуть-чуть меди Павлу. Ой, какая приятная. Ой, какая приятная находка, друзья. Батюшки мои, блин. Вообще кайф. Принес показывать. Ой-ой-ой.
Да это грек какой-то, мне кажется. Голова, да. Интересный мужчина был. Свинья же. На тебя похож, да. Паш, это ты, наверное. Ну да, волосами, блин, такой чуть-чуть смахивает, волнистые. Прикольно. Очередная монета. Уже, наверное, 5-я сегодня. С колосиками. 5. 25-й год. Бобры работают на полную катушку. Ребят, я вообще в шоке, если честно. Вообще. Хожу по немецкому хутору, ребят. Сигнал. Чё я его вообще копать стал? Я не знаю. Ну вы посмотрите, друзья. Вы только посмотрите. Ну вы мне скажите. Ребят, вы мне скажите. Это ж боевой топорик, по-моему. Или я ошибаюсь? Вот, помыл его. Смотрите. Или это имитация? Офигеть. Прям по обочине дороги иду. И вот пряжка. Старенькая. Лопата у меня, конечно, шик вообще. Ребят, ну лопата вообще, конечно. Посмотрите. Просто жесть, блин. Вот такой хожу теперь. Все смеются вокруг, а что делать? Инженерная специальная. Вот мои скромные результаты на сегодня. У ребят примерно так же. Ходить крайне тяжело, потому что сильнейший ветер и температура около 0 градусов. Всяческие пуговицы, безделушки цветные. Вот пуговица Кёнигсберг попалась с орлом. Так особо ничего выдающегося сегодня не попалось. Ну, эти места мы уже изрядно выходили. За последние 5-6 выездов. Здесь и в окрестностях мы бродили. Плюс цветные металлы. Разных вариаций исполнений. Опа, пойдемте на чердак немецкого дома. Лестница еще немецкая, деревянная. Куда по своей крыше он проводится? Ну, крыша мененная, свежая. А где немец висел, ты говоришь? Где-то здесь. Расскажи историю эту, Антон. В 1947 году самые первые переселенцы. Семья сюда заехала. Год пожили. На чердаке нашли немца, висел повешенный. Потом переехали, вот потом уже мои родственники заезжали. Второй волной переселенцев. Они его не сразу обнаружили? Да, не сразу. Ну тут как бы такая обстановка была, не до этого. Не до исследований было. Переезжали с России, все с глубинки.
И на сегодня мы прощаемся с вами, дорогие друзья. Всем желаем здоровья, прекрасного настроения. Оставайтесь с нами. Кто еще не подписался, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч. Всем пока.